Приветствую, друзья! Лично мне очень нравятся всякие маленькие компании. В основном потому, что устанавливая флагманское железо и делая довольно серьезный дизайн, ценник у них чуть выше себестоимости. Так получилось и в этот раз. В новеньком мобильном ЦАПе EPS TP35 работают два флагманских чипа от Cirrus Logic, знаменитый Comtru на USB. Есть выбор гейна, версии UART для игровых приставок, а также целый список цифровых фильтров. О нем сегодня и говорим. Поехали! Упаковка у модели строгая, с перечнем ее технических характеристик. В комплекте шла карточка, переходник на обычный USB и неплохой двусторонний Type-C кабель. Из начинки заявлено два флагманских чипа Cirrus Logic CS43198, Comtru CT7601 на USB и выходная мощность в 65 мВт для 3,5 мм выхода и 150 мВт на 32 Ом нагрузки на балансе. Да, это немного, так что к чему-то особо тугому я бы данное решение не рассматривал. PCM поддерживается до 32 бит 384 кГц, а DSD до DSD 256. При долгой нагрузке аппарат чуть-чуть нагревается, и в паузах у него абсолютная тишина. Корпус у TP35 металлический, с окошком почти на всю переднюю панель, стильными скосами сзади, Type-C входом, двумя выходами на 3,5 и 4,4 мм джек и двумя же многофункциональными кнопками. Кроме своей внутренней громкости, с них вы можете переключить UART, уровень усиления, а также выбрать один из установленных в ЦАП цифровых фильтров. По потреблению аппарат неплох, всего 0,08 ампера, что на фоне 13 сотых у конкурентов выглядит весьма впечатляюще. Упоминания о драйвере я, к сожалению, нигде не нашел, так что придется использовать его с WASEP или ASIO for All. Всему же мобильному и построенному на Linux ничего для работы не требуется. Измерения я проводил в 24 бита 96 кГц с каждого из выходов на ЦП и Ванда Космос. В результате чего получил очень схожие результаты, за исключением, естественно, взаимопроникновения каналов. Почти идеальная АЧХ, шумы на минус 160 дБ, отличный динамический диапазон и гармонические искажения, равные минус 132 дБ для баланса и минус 125 дБ на 3,5 мм выходе, что в процентах дает феноменальные 6,9 соответственно. Интермодуляционные искажения равны минус 128 дБ, причем как для балансного, так и для 3,5 мм выхода. То есть все просто великолепно. По характеру же герой обзора дает яркое, довольно агрессивное звучание с заметным смещением баланса на верхнюю часть средних частот. Слушать на нем джаз, что-то акустическое или симфоническое мне было не особо комфортно. Зато ему прекрасно дается рок, металл и все электронное. Драйва, динамики, скорости и задора здесь прямо с избытком. У ЦАПа чистое, практически прозрачное звучание. Есть в нем и легкое аналоговое смягчение, глубина, объем и, конечно, выразительность. Но не хватает той самой мелодической изысканности, гармонии и комфорта. Аппарат все время держит в напряжении и заметно утомляет слух. Он точно не ровня Celeste CD20, SMSL D10 или Acclaim PD6. Но тем, кто любит звук поярче или пытается компенсировать свои темные наушники, это самое оно. Сравнить его по факту могу лишь с Blon V1, который куда проще акустическим, зато лучше сбалансирован в плане частот.
Бас у нас быстрый, текстурный, но как бы задвинутый на задний план. Середина доминирует своей верхней частью, отчего кажется сверхчеткой, очень техничной и чуть ли не бритвенно-точной. Верхами не стали усугублять, они тут вполне нормальные, как по ясности, так и по разборчивости. Голографичность неплохо выдержана, сцена мне показалась достаточно объемной и хорошо переданной в глубину, так что с точки зрения возможностей и построения аудиальной картинки все здесь на отлично. Тембры тоже вполне полноценны, с ощутимой массой, мелодикой и эмоциональной выразительностью. Вопросы лишь компоновки. Я неплохо слышу всю верхнюю часть диапазона, где подчеркнута яркость и усиленная резкость, так сказать, дают о себе знать. При этом данный ЦАП я включил в десятку лучших аппаратов на конец 2024 года. Старшему поколению и мечтающим о сверхразрешении и бешеном драйве молодежи решение от Epps однозначно придется по вкусу. Оценят его также рокеры и металлисты. Но это точно не для джаза, какой-нибудь серьезной академической музыки или долгих игровых сессий. В плюсы еще отнесу то, что несмотря на довольно скромную выходную мощность в ваттах, по ВРМС здесь стандартные 2 и 4 единицы соответственно. То есть, как и у всех остальных решений. Ну и диод через переднее окошко озорно так слепит глаза по ночам. Итогом мобильный ЦАП Epps TP35 довольно серьезно выглядит, имеет окошко на свою начинку, выходную мощность в 4 ВРМС на балансе, чуть ли не гениальные измерения, солидное железо, низкое энергопотребление и очень яркое агрессивное звучание. При имеющейся сцене, голографичности, качеству прорисовки и эмоциональной выразительности подходит он скорее для всего тяжелого, требовательного к разрешению и скоростного. В силу специфики мы имеем критичную утомляемость для ушей и слишком уж резкую, аж до агрессии, подачу. Я лично такое не люблю, но все помнят плееры от Colorfly и первые аппараты от FiiO. Вот здесь что-то в том же самом ключе. Бешеная ярость, драйв, кристальная чистота и предельно точно переданный вокал. А на этом, друзья, у меня все. Это был мобильный ЦАП Epps TP35. Не забывайте, что у нас есть группы ВКонтакте и Телеграме. На них обязательно нужно подписаться. Всем, друзья, добра!